не ошибемся, если представим Россию, великую страну, великих людей и великих идей, как страну, традиционно имеющую мессианское предназначение в объединении западной и восточной цивилизаций. Многие исследователи, историки ломали и будут ломать голову над тенденцией недооценки одних и переоценки других исторических реалий и фактов. Безусловно, сложно определить все сразу, но главное не допустить очевидных ошибок в оценках. Государства погибают тогда, когда не могут более отличить хороших людей от дурных, писал древний философ Антисвен. В нашем понимании эта древняя формулировка применительна и к краху Советского Союза тоже. Сегодняшняя роль и значение России в современном мире настолько очевидна, что нет серьезных политических процессов в мире, где она не была бы задействована. В наши дни российское государство обретает новые качества, новую восприимчивость к новому времени. Это позволяет ей обрести новый потенциал сильного государства, и если правильно расставлять оценки и анализировать прошлое, прийти к окончательному выводу, что хорошо, что плохо, можно получить надежную систему охраны будущих перспектив политического, государственного и социального характера. Не секрет, что каждый исторический этап всегда имеет возможность возвысить или разрушить себя. Когда в XIX веке власти царской России всего лишь за помыслы приговорили великого Достоевского к каторжной жизни, когда в XX веке чекисты били Льва Гумилева, чтобы он признался в шпионаже своей матери Анны Ахматовой, и то, и другое государства, конечно же, обрекли себя на уничтожение. Мы, азербайджанцы, всегда будем помнить трагическую судьбу наших выдающихся поэтов Микаэла Мишвига и Гусейна Джавида, которые тоже стали жертвами своих поэтических произведений и романтических дум. Так вот, все эти деяния, которым бесчисленное количество, творилось якобы во имя добра, а именно за сохранение государства. На самом деле же это был акт саморазрушения государства. Сегодня, когда эти страшные факты получили свою запоздалую, но точную и справедливую оценку, мы еще раз убеждаемся, что, разрушая, не строят и убивая, не сохраняют. Это говорит еще раз о том, что трагизм и радости, реалии и мифы нашей общей истории представляют собой в большей степени явление одного рода. И люди, и народы, населяющие постсоветское пространство, в прошлом не только географически, но и психологически были и остаются близки друг к другу. И несмотря на все сложности, противоречия, конфликты и войны, нас все равно будет всегда объединять единое прошлое. В любом обществе и в любом государстве есть постулаты, которые нельзя сразу определить и показать. В основе их в целом лежит постулат веры в добро. Оно включает в себя гуманитарные акты, культурный подход, факты сотрудничества и так далее. Но в современном мире появились некие тенденции, которые лучше предупреждать. Сегодня порой многие ценные призывы, смыслы, принципы воспринимаются как всего лишь простые лозунги. Как бы при этом не превратить молитву в фарс. Поэтому все исторические события должны служить приобретению знаний, а не сведений, приобретению суждений, анализу и твердым философским учениям. Сегодня много информации, и эта лавина информации доступна всем абсолютно.
Но владеть информацией – это не значит владеть знаниями. Богатая информированность не спасает от скудности знаний. И сильные государства, и сильные государственные институты опираются прежде всего на точные и верные знания. Одним из главных задач постсоветского пространства, основой его благополучия является наличие этих знаний. Скептики могут подвергать сомнению преимущество знаний перед правом сильного. Но давайте вспомним классическую формулу: знание есть сила. Она универсальна для всех времен. Если мы рассматриваем постсоветское пространство как нечто в виде целого, то, как и всякое целое, оно состоит из отдельных частей. Российское государство является самой большой ее частью. Азербайджан – самой большой республикой Закавказья. Еще при Петре I Россия начала активно проявлять большой интерес к этому региону. Представляли интерес портовые города Баку и Дербент. Тогда по приказу Петра I печатается карта Каспийского моря. Фактически с этого времени начался процесс пророссийской ориентации североазербайджанских ханств – Дербентского, Кубинского, Щекинского, Карабахского, Талышского. Хотя они еще формально числились подданстве персидского шаха, и шла русско-персидская война за Южный Кавказ. В этой обстановке правитель Карабахского ханства Ибрагим хан, одним из первых азербайджанских ханов, решил добровольно войти в состав Российской империи. Это был 1813 год, время сложнейшей геополитической обстановки. Проходит 2 года, и предпочтительность России для большинства азербайджанских ханств становится еще более очевидной. С этого момента начинается золотая эпоха, век XIX, эпоха ярких российско-азербайджанских культурных отношений. Это достаточно большая интересная тема, здесь я приведу лишь 1-2 примера. В 1906-1907 годах азербайджанский журнал «Фьюзат», в 1909 году журнал «Молла Насреддин» писали о Льве Николаевиче Толстом как о новом пророке, объединяющем христиан и мусульман. Влияние Льва Николаевича Толстого на общественную мысль и литературную среду было колоссальным. Выдающиеся азербайджанские писатели и просветители того времени Мирза Фатали Ахундов, Сулейман Сани Ганизаде, Касымбек Зардаби, Сулейман Сани Ахундов, Абдулла Шаик, Мамир Радашев Тахтинский, Рашидбек Афенди и другие переводили произведения Толстого на азербайджанский язык. В середине XIX века в Азербайджане появились первые светские школы. Готовились первые учебники. Азбука, новая азбука, книга для чтений, арифметика Толстого легли в основу этих учебников. Детские произведения Толстого проходили в школах. В 1906 году в журнале «Дагестан» появился первый перевод рассказа Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет», который сделал сам ученик русско-мусульманской школы города Баку Гаджи Ага Аббасов, впоследствии народный артист Азербайджана. В 1907 году вместе с директором школы Гаджи Ага приехал в Ясную Поляну и подарил Толстому свой перевод. Великий писатель в ответ подарил ему на память «Войну и мир» со своим автографом. Многие деятели азербайджанской культуры того времени регулярно посещали Ясную Поляну, состояли в переписках с Львом Николаевичем, советовались с ним по многим культурным вопросам. История XIX века, золотого века просвещения в Азербайджане, богата такими фактами. Они представляют собой не только научный, чисто литературный, но и межкультурный, исторический, нравственно-эстетический, гуманитарный аспект.
Все они богато иллюстрируют российско-азербайджанские культурно-духовные связи. Нельзя жить в неподвижности. И люди, и государство, следовательно, и мир в целом все время видоизменяется. Чудовищные искажения истории рано или поздно приобретают свой истинный и естественный облик. Непоколебимыми основаниями любого государства неизменно остаются идеи гуманизма, справедливости и свободы. Жизненное пространство, в том числе и постсоветское, прежде всего, сами должны себя сохранить, не допускать прежних ошибок, противостоять возникновению новых войн и попытаться создать такую гармоничную среду, при которой все части этого целого пространства будут благополучны и сохранны. Это, на наш взгляд, возможно. Остается иметь желание и волю. Не важно, что сделали из меня. Важно, что я сделал из того, что сделали из меня. Эта фраза принадлежит Жан-Полю Сартру. Перефразируя ее, можно сказать: люди постсоветского пространства. Теперь уже не важно, что было. Теперь важно то, что мы сами сделаем из себя. И давайте сделаем что-то очень хорошее.